Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим крупяной хлеб на закваске. Ставим опару. Соединяем 5 грамм ржаного стартера, 35 грамм воды, 30 грамм пшеничной муки высшего сорта и 5 грамм ржаной обдирной муки. Перемешиваем, накрываем, оставляем подходить на 8-10 часов. Делаем мочку. 20 грамм пшена, 20 грамм гречки и 10 грамм льняных семян необходимо обжарить на сухой сковороде в течение 3 минут. После добавляем к ним 25 грамм овсяных хлопьев и заливаем все кипятком, 180 грамм кипятка. Перемешиваем, оставляем набухать на 8-10 часов. В миску просеиваем 200 грамм пшеничной муки высшего сорта. Добавляем 50 грамм ржаной обдирной муки, всю мочку. Также потребуется 1 столовая ложка солодового экстракта. У меня осталось как раз такое количество, я просто налью сюда воду и все хорошо перемешаю и вылью в муку. Вы же добавляете к муке 1 столовую ложку солодового экстракта или меда и 60 грамм воды. Соединяем ингредиенты. Накрываем и оставляем на автолиз на 1 час. Теперь будем добавлять созревшую опару. Вмешиваем ее в тесто. Накрываем, оставляем тесто в покое на 30 минут. Вносим 6 грамм соли и 8 грамм ледяной воды. «20 грамм растительного масла» и вымешиваем тесто окончательно, сначала в миске, потом на столе. Тесто получится очень нежным, мягким, липким. Кладем его в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем и оставляем на отдых на 30 минут. Теперь будем растягивать и складывать тесто через каждые 30 минут. Необходимо сделать 4 растяжки. Я показываю только первую и 4-ю процедуру, так как действия идентичны. После последней растяжки оставляем тесто на брожение еще на 30 минут. Стол припыляем мукой, выкладываем тесто, собираем его в шар, помогаем себе мукой. Накрываем, оставляем отдохнуть на 30 минут. Расточную корзинку хорошо присыпаем мукой, тесто переворачиваем и делаем заготовку согласно форме расточной корзинки, круглую или овальную. Заготовку кладем в корзинку швом вверх. Хорошо посыпаем мукой. Сверху кладем льняную или хлопковую ткань для защиты от конденсата и заворачиваем в пакет.
Оставляем при комнатной температуре на 15 минут, после чего убираем в холодильник на 14-24 часа. После холодной ферментации заготовка должна хорошо увеличиться в объеме. Переворачиваем ее на пергамент, надрезаем. Переносим в раскаленный казан и отправляем в заранее разогретую до 250 градусов духовку. Первые 15 минут выпекаем под крышкой, после крышку снимаем, температуру снижаем до 210 градусов Цельсия и допекаем хлеб еще 30-35 минут. Готовый хлеб остужаем на решетке. Всем удачной выпечки, до новых встреч на моем канале.